Today we will have a look at a very common mistake. Сегодня мы разберем одну очень частую ошибку. Мы поговорим о том, как спросить What's the name of something? We can ask about people's names, or we can ask about the name of the city, of something, and so on. They are two different things. If we ask about people's names, of course we ask как тебя зовут? It means what's your name? Как вас зовут? It is a formal way to ask that. Но если нам нужно не имя человека, а название, название is the name of something inanimate, название города, название улицы или название фильма, то мы не можем сказать, как зовут. Мы всегда говорим, как называется. Как называется этот фильм? Как называется этот город? Как называется эта улица? Называется. If you ask about something plural, you say, как называются? Как называются эти блюда? When we speak fast, we never hear that difference. So just have a look. I'm saying, как называются эти блюда? Как называется этот фильм? Как называются эти компании? Как называется эта улица? So it's almost the same. Как называются? Как называется? Yeah, but when we spell, it looks different. Итак, как вы спросите, what's the name of the university where you studied? Как зовут или как называется? University is not a person. That is why как называется твой университет? The answer would be мой университет называется, and then you put the name of the university. If you ask about what's the name, what's your mother's name? Как зовут твою маму? Да? Твоя мама becomes твою маму, because it is accusative case. Как зовут твою маму? If you ask about your friend, what's your girlfriend's name? Again, she's a girl. That is why как зовут твою девушку? Итак, напишите в комментариях или напишите у себя в тетради несколько предложений, которые начинаются со слова как называется или как называются. Then put down the questions, what's the name of, как зовут, and then your friend, your mom, your dad, and so on. Потренируйтесь, и тогда вам будет понятно, понимаете вы это или нет. Потому что иногда мы смотрим, и мы думаем, окей, все понятно. Но когда мы хотим что-то сказать, мы понимаем, что мы не все понимаем. Поэтому потренируйтесь, и если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Мы с вами увидимся в следующий раз. Пока-пока, хорошего дня!